Сегодня я приглашаю вас на экскурсию в Капернаум, Израиль. Там, где холмы Галилеи мягко спускаются с зеркальной глади озера Кенерет, покоится место с удивительной судьбой. Это Капернаум, древний город, чье имя золотыми буквами вписано в историю человечества. В христианском мире его трепетно называют городом Иисуса Христа. И это не просто красивый эпитет. Именно здесь, оставив Назарет, Спаситель обрел свой новый земной дом, проповедовал и совершал множество великих чудес. Улицы этого рыбацкого города помнят шаги Мессии и стали свидетелями его невероятной силы, даровавшей надежду отчаявшимся. Здесь, в Капернауме, Иисус совершил свои самые известные исцеления. Исцеление тещи апостола Петра прямо в ее доме. Иисус коснулся руки женщины, страдавшей от жестокой горячки, и лихорадка мгновенно оставила ее. Исцеление парализованного, когда из толпы верующих друзья больного разрубили крышу дома и спустили постель к ногам Иисуса. Он простил грехи несчастного и повелел ему встать, взять свою постель и идти домой. Спасение слуги римского сотника. Иисус исцелил умирающего слугу на расстоянии, поразившись силе веры римского офицера, который признал духовную власть Спасителя. Воскрешение дочери Яира, начальник местной синагоги, припал к ногам Иисуса с мольбой о спасении умирающей 12-летней дочери. Город погрузился в плач, когда девочка умерла, но Иисус вошел в дом, взял ее на руки и произнес: «Девица, встань!», вернув ее к жизни. Исцеление человека с высохшей рукой. Это чудо произошло прямо в стенах Капернаумской синагоги в субботу, показав, что милосердие и спасение человеческой жизни выше любых формальных запретов. Ведь в шаббат нельзя ничего делать. Капернаум стал живой колыбелью Нового Завета. Каждый камень здесь до сих пор хранит безмолвную память о чудесах, которые навсегда изменили мир. Оригинальное древнее название этого поселения на иврите звучит как Квар-Нахум. Дословно оно переводится как «деревня Наума». Слово «Нахум» несет в себе глубокий и очень теплый смысл и переводится как «утешенный». Поэтому Капернаум часто называют «домом утешения». И действительно, тысячи людей приходили сюда 2000 лет назад в надежде, чтобы исцелиться. В надежде на исцеление это место стало настоящим источником духовного утешения и новой надежды. В наши дни Капернаум бережно охраняется государством и относится к системе израильских национальных парков. Новый Завет постоянно возвращает нас к этим берегам. В те далекие времена Капернаум не был тихим, уединенным местом. Это был процветающий, оживленный рыбацкий город, состоявший на важном торговом пути. Здесь бурлила жизнь. Ежедневно на воду выходили десятки лодок, и именно здесь Иисус Христос начал свое общественное служение. Он ходил по этой земле, общался с простыми людьми и совершал то, что казалось невозможным. Именно в синагоге Капернаума звучали его первые сильные проповеди, менявшие сердца людей. Здесь, у этих самых вод Кенерета, Иисус призвал своих первых и самых близких учеников. Простые рыбаки, всю жизнь трудившиеся на озере, в один миг оставили лодки и сети, чтобы стать ловцами человеков. В Капернауме Спаситель обрел 5 из своих 12 апостолов. Это были братья Петр и Андрей, братья Зеведеевы, Иоанн Богослов и Яков, а также Левий и Матвей. Эти люди оставили привычный быт и пошли за учителем, чтобы разнести его слово по всему миру. Сегодняшний Капернаум географически разделен на 2 части – западную и восточную. Западная часть принадлежит францисканской кустодии Святой Земли. Главная особенность этого места – уникальный местный строительный материал.
Прогуливаясь здесь, невозможно не заметить остатки стен старинных домов. Все они сооружены из местного вулканического базальта, темного, почти черного камня. Этот камень – визитная карточка Галилеи. Были здесь раньше вулканы. Черный базальт придает Капернауму строгий, монументальный и очень красивый вид. Эти темные стены помнят смену эпох, напоминая о том, как просто и непритязательно был устроен быт людей библейской эпохи. Теперь давайте перенесемся в восточную часть Капернаума. Она отличается своей яркой, живой, прозрачной атмосферой. Эта территория принадлежит Иерусалимской православной церкви. Именно здесь, на самом берегу озера, раскинулся тихий, необычайно живописный монастырь святых апостолов. Главное украшение и сердце этой обители – греческая православная церковь монастыря святых апостолов, построена в 1925 году. Ее архитектурный облик монументально приковывает взгляд. Белоснежные стены и яркие, устремленные в синее небо розовые купола, выполнены в традиционном греческом стиле. Они потрясающе сочетаются с лазурными водами озера Кенерет и насыщенной сочной зеленью монастырского сада. Вокруг храма царит удивительное умиротворение, располагающее к покою и размышлениям. В тени раскидистых деревьев поют птицы, по ухоженным дорожкам важно гуляют павлины, а внутри церкви стены сверху донизу покрыты великолепной росписью. Это место тишины, уединения и глубокой молитвы. Капернаум – это место, где история не осталась на страницах древних книг. Она продолжает жить в шуме прибоя озера Кенерет, в строгих черных базальтовых камнях и в ярких куполах монастыря святых апостолов. Это древний дом утешения и сегодня продолжает согревать сердца людей со всего мира, напоминая о вечных ценностях, о мире и надежде. Вот мы и посмотрели место, где Иисус Христос совершал чудеса. Друзья, наше путешествие подходит к концу. Этот день был наполнен яркими эмоциями и удивительными открытиями. Ну а финальной точкой нашего дня стал этот ресторан, где нам подали знаменитую рыбу амнон. Ее еще называют рыбой Святого Петра. Я приглашаю вас посетить это место. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Я желаю вам отличного настроения, незабываемых путешествий, чтобы в вашей жизни тоже были чудеса. Я не прощаюсь с вами, а говорю вам, как всегда, до новой встречи. Пусть новый день подарит радость и удачу, согреет сердце счастьем и теплом. И в новом дне пусть будет все иначе, чтоб позже вспомнили с улыбкою о нем.